Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Пламеном Пасковым. Он на связи. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую аудиторию, которая с нетерпением ждет некоторые наши, наверное, размышления над чашкой чая и других безалкогольных напитков по поводу острых тем нашего злободневия. Самая острая тема – это, конечно, меняющийся мировой порядок. Значит, гегемон окончательно уже не гегемон, потому что мы видим, что происходит в Китае. Саммит ШОС, потом двухсторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина, и вот этот парад, на котором будут многие, и в том числе даже единственные представители из страны Европы, Европы НАТО, да, ЕС, НАТО, в общем, Фица туда едет. Параллельным курсом Фица уже объявил, что в пятницу пересечется с Зеленским. Тот как раз, видимо, проведет коалицию желающих и встретится с Фица. Многие уже думают, что на фоне этих грандиозных событий, на фоне разворота моди, на фоне заявлений Си Цзиньпина о глобальном управлении, поддержки Путина, идеи глобального управления, что-то все-таки коснется Украины. Хотя на саммите ШОС в резолюции ни слова об этом. И вышел украинский МИД и говорит: о, видите, победа Украины, поражение Путина. Ни слова на ШОС об Украине не сказали. Как вы видите глобальную эту архитектуру? Меняется ли она с наскока, вот прям, как говорится, с 1 сентября? И какие ответные геополитические ходы готовит и предпочтет сделать Трамп? Вы под финал опять сказали самое главное и, наверное, самое значимое. То, что мир меняется, это, конечно, банальность и шаблон, который всегда, когда скажешь, будет являться правдой. Но в конкретном случае это правда больше, чем в обычных рутинных случаях, когда мы это говорим. Потому что были не просто символы и знаки, были достаточно такие явные очевидности, которые указывают на то, что то, с чем вы и начали ваш вопрос, что гегемон не то, что уже не до гегемон, а уже с ним, можно сказать, не считаются, хотя трудно сказать, когда и как этот Акела промахнулся. Но все равно с этим Акелой уже как-то не считается. Не то, что волчья стая, не то, что другая, там бандерлоговская, там и так далее. 4 раза Трамп пытался дозвониться до Моди, 4 раза. И 4 раза Моди отказал. Не то, что был занят, не то, что попросил прощения, не то, что дипломатничал, лицемерничал хотя бы, политец там какой-то сигарет. Нет, 4 раза отказал. И когда Трамп захотел, чтобы встретились с министром обороны Соединенных Государств Америки Пит Хексет с министром обороны Китая, Китай, в китайском стиле, вежливо отказал. Вежливо, но отказал. И вы правильно только что обрисовали, что на Шанхайской организации сотрудничества, слово Украина, которое является, уж извините, одним из первых 10, если не один из первых 5 военных конфликтов по масштабам, по значимости, по интенсивности, по геополитической, коротко говоря, это, конечно, не самое главное, то, что их должно волновать. Уж извините, в первые 5, а то и 10, в худшем случае в глобальном смысле, это точно должно входить, и причем по остроте своей, по актуальности своей, это не может не иметь значения. Но это не прозвучало. Это не прозвучало в так называемой итоговой декларации. Мне кажется, что это не из-за отсутствия значимости и не из-за недооценки значимости, а это потому, что Трамп так попросил. Трамп или кто-то и другой, там есть какой-то уже договорняк, что мы переговаривать и договариваться об этом мы будем потом. То есть давай оставим вот эти острые военные, политические, геополитические, энергетические и другие такие более глобальные вопросы, связанные с этим военным конфликтом, можно сказать, на стыке Европы и Азии, можно сказать, в сердце Евразии, и это уже кому как. Это давай оставим на потом. То есть Трамп специально последний раз, в 11-й, кстати, сказал, что в рамках 2 недель будет уже понятно, что будет происходить с этим военным конфликтом на Украине. Но это в 11-й раз он такой дает 2-недельный срок.
И вот эти вредные американские журналюги посчитали, что 53 раза он обещал закончить этот конфликт за 24 часа. То есть вредные ребята там статистику любят и этим занимаются, и умеют больно там как-то уколоть и ударить. И этим занимаются профессионально, что называется. Дальше, заканчивая ответ на этот ваш вопрос, я все-таки не хочу делать никакие глобальные выводы насчет шанхайской и насчет парада, который завтра должен быть. Потому что я думаю, что главное, то, что мы услышим и увидим, это будет как раз с 4 по 10. 4 по 10 сентября, когда они разойдутся, когда Трамп опять выступит и в своей Truth Social напишет, что вот так и сяк, мы это самое, вот новый срок, вот новые санкции, вот я недоволен Украиной, вот Зеленский диктатор, я даю дедлайн, да, в скобках ультиматум, и Путин меня что-то опять разочаровал, либо недоочаровывал, поэтому ему тоже, понимаете ли, какие-то сроки и условия, я тоже ставлю. И когда посмотрим на реакцию Индии и Китая, будет ли вот там каких-то вторичных и третичных и четвертичных там санкций и прочее, поэтому мы можем уже судить. А так, пока что мы обсуждаем единственный только протокол, ритуал и официальную декларацию и пейзажи славного 13-миллионного города Тяньцзин, на котором чудесным китайским образом оказалось, что практически по улицам населения вообще никакого нет. Все кадры, которые мы видим, как передвигаются эти там кортежи, там эти машины и так далее, улицы пустые, вылизанные, как будто корова там вообще-то языком все слезла. 13-миллионный город, куда людей подевали? Этому действительно стоит, не знаю, позавидовать или нет, но стоит поучиться, как это делается, черт возьми. Это действительно мистика такая организационно интересная. Это какой-то высший пилотаж. Как 13-миллионный город либо парализовали, либо заперли, либо эвакуировали. Что там произошло? Это действительно стоит там учиться. Я этими процессами занимался и на профессиональном уровне, в сфере моей профессиональной деятельности, и большими организациями руководил, и большими процессами старался как-то организовать и владеть. Я могу вам сказать, что любое действие свыше 5-7 человек, которое нужно организовать отдельным образом, это непростое дело. Когда 13-миллионный город куда-то запихнуть, и, видимо, и все остальные кадры вот так, это того стоит, это того стоит. Ну, еще раз, главное, мы увидим и услышим 4 по 10 сентября. Если у нас все будет в порядке с вами, мы это обсудим достаточно подробно. Ну, это 4 сентября, это же четверг, да, это Зеленский едет к желающим. Непонятно, что там Трамп. Кто-то писал, что, возможно, он приедет, кто-то говорит, кого-то пошлет, кто говорит, да не будет там вообще Америки. Америки не до, собственно, этих дел. Уже окончательно Украину спихнули на европейских партнеров. Как вам видится вот то, что сейчас демонстрирует Европа? Кая Каллас, конечно, поразительно в своих выступлениях. И по поводу российских активов она выступила, конечно, и по поводу там будущих шагов. В общем, как-то идут в разнобой заявления условно Еврокомиссии, да, евробюрократов и представителей государств. Писториус ругается с Урсулой. Говорит, Урсула, у тебя нет войск, у тебя нет дивизий. Решение об том, отправить или там что-то сделать с контингентами, куда-то передислоцировать, это принимают национальное государство. Урсула, занимайся бухгалтерией, бюрократией. Вместе с этим мы видим то, что все-таки Европа будет поддерживать Украину, будут вдавать деньги, будут, собственно, участвовать в продолжении войны. И какие-то такие зловещие нотки прозвучали от Бессента на фоне молчаливого Трампа, который сегодня вечером в 21:00 будет выходить и что-то заявлять. Там дальше многие уже до сих пор сомневаются, а тот ли это Трамп, а не двойник ли это Трампа. А Трамп где-нибудь в холодильнике, потому что его пропажа и, скажем так, молчание, редкие публикации в своей соцсети или там Белый дом, что, наводят на размышления, что-то готовится. Многие, конечно, связывают это с Венесуэлой, потому что туда отправляются военные корабли, туда отправляются военные морские пехотинцы, и вовсю все ждут какого-то молниеносного удара по Венесуэле. Мадуро бьет во все колокола, говорит, смотрите, Рубио, негодяй, толкает Трампа на то, чтобы пролить кровь на
континенте Южной Америки, и, мол, это последствия вызовет колоссальное и превратит условно весь регион Большой Венесуэлы, а там несколько государств, не самого государства Венесуэла, а вообще там Ближний Восток, имеется в виду Иран и Ирак. Это поэтому Трамп молчит? Или Трампу нечего сказать? Трамп выдумывает, что отвечать Китаю. Я, наверное, в который раз скажу, что мне очень сильно не хотелось быть на месте Трампа. Мне, откровенно говоря, сильно не хотелось быть и на место Путина, и на место другого Владимира Зеленского. Потому что действительно список задач, которые, во-первых, тебе достались в наследствие, во-вторых, тебе подкидывают, скажем так, актуальнейшим образом вот глобальные игроки мира, он так сыпется, что немаленькая победа – это то, что уже почти 7-й день, 5-й точно, хвастается не только в своей там сетке, но это действительно заслуживает некоторую там высокую оценку, то, что он сделал Вашингтонский округ Колумбия, вот эти специфические квадратик там между штатами Вирджиния и Мэриленд, годным для некоторого проживания, даже некоторые рестораны открылись. То есть там криминал, причем тяжелый криминал за последние 15 лет, пока там мэром этого специфического квадратного образования Мюриэл Баузер, она турбодемократ, естественно, правильной расы, естественно, правильной сексуальной дезориентации, естественно, правильной семейной формулы, естественно, Black Lives Matter по самое не могу и так далее и тому подобное. То есть она довела до того, что уровень тяжелых преступлений наращивался от 40 до 70% сравнительно с предыдущим годом в год. То есть такая вот статистика. То есть это бойная... Вообще-то там я не понимал, как функционировали там органы власти. За исключением тех мест, где все охранялось вот этими американскими спецслужбами, спецагентствами, вся остальная часть вот этого немаленького мегаполиса, наверное, переживала, было не уверено, что она в Америке находится, наверное, думали, что они находятся в Гаити. Примерно такие там порядки были. И Трампу пришлось в буквальном смысле этого слова ввести войска. Не какие-то спецчасти, не какие-то спецполицейские, не какие-то спецорганы правопорядка, натуральное войско ему пришлось туда вводить для того, чтобы наконец-то утихомирить этот город и сделать его более-менее пригодным для какой-то другой формы цивилизационной жизни. Так что он это как-то отрапортовал, но то, что вы сказали, знаете, вот эта венесуэльская тема, она опять... не то, что появилась, а, скажем так, заявила о себе громко на прошлой неделе, больше 7 дней назад, когда они уже действительно отправили вот эту эскадру специфических кораблей, больших таких линкоров. Все, что меньше авианосной группировки, все, кроме авианосца, все остальное уже там. У меня даже была специальная передача, мы каждый из этих кораблей рассматривали по боевой мощи, по количеству персонала, по вооружению, на болгарском, не на русском и так далее. То есть там отправляется группировка, которая должна воевать с государством, а не с городом. Назовем это так. И готовность действительно такая есть. Почему? Потому что то, что мы плохо изучали в наших уроках географии, как ваше поколение изучало, а как, прости господи, поколение наших и ваших детишек сейчас изучает, даже не будем грустным, совсем прискорбным, но даже тогда мы не знали, вернее, когда мы изучали, это было все еще неизвестно, потому что было недоразведано, но мой брат провел более 10 лет в Венесуэле, конкретно в Венесуэле. И в этом регионе несколько лет был в Мексике. Коротко говоря, этот регион, скажем так, добрых 15 лет его жизни, это так распорядилась судьба, что он там провел. Причем провел с пониманием. Не просто так туристом, а провел с пониманием. Венесуэла сверхбогатая страна. Настолько богатые, что действительно Советскому Союзу, которого было принято считать, что треть мировых богатств здесь у нас в наших недрах, поэтому мы богатейшая страна и так далее и тому подобное, вот эта длинная тень, она действительно длинная, но зато уже есть и другие кандидаты на подобные, скажем так, заявления. Венесуэла не просто сверхбогатая, она действительно настолько богатая, что дома
вне Каракаса, то есть, скажем так, в дачном, если можно так выразиться, это не дачный, это какой-то, но в крутом районе вне Каракаса, Ротшильдов, Бушев, Клинтонов, Рокфеллеров, дома, фамильные именно там, они там были, их детки там растили, то есть они там кочевали, как в своем, действительно, в буквальном смысле заднего двора, и оттуда занимались процессами управления в Америке, потому что жизнь в Венесуэле действительно супер шикарная. Кроме того, там действительно в первые десятки входит, если не в первые пятерки, по запасам нефти, не только нефти, там золото, там алмазы, там редкоземы, там все то, ради чего действительно войны побольше быстро-быстро начинаются. Однако там нефть специфическая, она тяжелая, она битумная. То есть для того, чтобы эту нефть рафинировать и вообще-то ею заниматься и перерабатывать, нужны специфические рафинерии, которые есть, о чудо, единственные только в США. То есть если кто-то будет делать какую-то блокаду в Венесуэла вот эту нефть с трудом, если вообще-то будет в состоянии продавать где-то другим образом. То есть там будет сверхинтересно, сверхважно, потому что вот этим глобальным игрокам, в том числе и банкстерским, не только политическим, которые я вам перечислил. Ну, там Рокфеллеры, естественно, и банковские, и Ротшильды, и политические, и банкстерские в одном флаконе. У них все это национализировал товарищ Мадуро. Не Мадуро, а Уго Чавес. Товарищ Мадуро, президенте, за его голову сначала объявили 25 миллионов баксов, а потом как-то им показалось, ну, давай не скряжничать, благо, что это между хорошими друзьями какие-то 50 миллионов, ну, давай до 50. То есть за его голову уже дают в 5 раз больше, чем давали в прошлом году за голову Ахмеда Аль-Шара, он тогда был Аль-Джулани, тот, который сейчас президент Сирии, который уже внезапно стал рукопожатым, почти цивилизованным, фоткаются, встречаются, принимают и так далее. Такие чудеса происходят в мире политики, такие чудеса происходят, ну, с определенной предысторией, с определенными обстоятельствами, которые публично не обсуждают, но которые всегда есть и которые очень важны, они это предопределяют. Так что Трамп действительно был в мое время, в 70-е годы, фильм «Лев готовится к прыжку». Ну, старое такое кино. Подозреваю, что ваше поколение уже, наверное, смотрело фильмы подинамичнее, назовем это так, и потехнологичнее. Но фильм был такой интересный. То есть, коротко говоря, на мой взгляд, Трамп сейчас готовится к прыжку. Вернее, дожидает, чтобы закончилась вот эта шумиха, где, безусловно, ровно так же, как и мы предвкушали, будут происходить массу оперативных, важных встреч, не только похожие на вот эту, которая там у нас за спиной, которая типа как будто спонтанная, чтобы Нарендра Моди держал в руках руку Путина и Си Цзиньпина. В азиатском стиле, вы знаете, вот такая фамильярность чисто европейская, естественная для нас, это там, мягко говоря, сильно не принято. Какое-то физическое прикасание, даже близко так в личном пространстве заходить. А вот он взял их ручки, и примерно так же, как Трамп взял ручку Алиева и Пашиняна, держал, пока они не подписали вот эту бумажку 2-3 недели назад. То есть, когда это делает действительно Нарендра Моди, Нарендра Моди – это свирепейший противник и соперник Си Цзиньпина. Ну, я имею в виду Индию, не конкретно его физически. Они вот на днях восстановили вообще авиасообщение. Пассажирское, я имею в виду, обсуждали это восстановление авиасообщения где-то 4 месяца назад в политобзорах, я это замечал. То есть у них даже авиасообщения не было. У них граница вообще взаимно не признанная, за исключением Непала, Бутана и все остальное не признанное между ними. И причем не признанное с перепалками, с перестрелками, с взаимными этими самыми. Кроме того, они свирепейшие конкуренты друг другу. Да, сейчас они сказали такие громкие, можно сказать, дипломатические слова, что мы вместе 3 миллиарда населения этой земли, хотя это неправда. Индия, правда, может больше 1,5 миллиарда, а то, что Китай до миллиарда не дотягивает, это публичная другая тайна, сейчас не будем ее обсуждать. Ну и мы древнейшие цивилизации, то бишь мы единственные цивилизации. Все остальные у нас там в ногах там вообще-то мешаются, и мы с трудом их не растаптываем. Ну, такие громкие заявления имеют некоторую, естественно, историческую подоплеку, но это оставим в покое историю. История – это просто повод. Они делают заявку.
на какое-то будущее. Причем будущее в этом же 21 веку, причем вполне вероятно и в первой половине вот этого же, оставшейся до первой половины части 21 века. И то, что им невозможно отнять, производственные промышленные мощности действительно у них. То, что материальное производится, ну, процентов на 70-80 производится именно в этих двух странах для остального 8-миллиардного населения, вернее, для остальных 5 миллиардов населения Земли, производится 80% там, в Индии и в Китае. Мало того, я не знаю, ваши зрители, насколько внимательно и, скажем так, любознательно смотрели на вот эти кадры города Тяньцзина. Ну, если вы внимательно там присмотритесь, вы увидите, что там Тяньцзин, там Шанхай и другие подобные, это примерно лет на 100 вперед, ну ладно, лет на 50 вперед Москвы, Киева и всех остальных больших наших более-менее хорошо известных столиц, которые отстоят лет на 50, если не на 100, впереди остальной нашей глубинки. То есть относительно глубинки вот эти части Китая отстоят, ну, на век. Как минимум вот так. То есть они действительно двигаются вперед не просто к шестому технологическому укладу, они живут в шестом технологическом укладе и, наверное, уже делают какие-то планы, какие будут параметры седьмого технологического уклада. Если кто-то не знает, что сейчас я только что сказал, можно даже в Дуропедию заглянуть и посмотреть, что, в чем отличается разница первого от второго, второго от третьего, третьего от четвертого, четвертого от пятого, пятого от шестого и чем из себя представляет шестой. Шестой технологический уклад – это нанотехнологии, это роботика, автоматизация, биотехнологии, квантовые компьютеры, программное обеспечение, дроны и все того, где человек уже становится киборгом в буквальном физическом, а не в киношном или научно-фантастическом смысле этого слова. Ну, примерно это и есть общие характеристики шестого технологического уклада. Высокие технологии, что называется. Действительно высокие. А то, в чем проживает, ну, скажем так, наша часть так называемого цивилизованного мира, это от 4 до 5 технологического уклада. А первый технологический уклад – это ручной труд, ручные изделия труда, с которыми мы распахиваем землю, с животной тягой, что лошадки, что валы, что рогатый скот и так далее. И все мы делаем руками преимущественно, и без никакой автоматизации, без никакого света, вернее, без никакого электричества, без ничего там другого, без паровой машины и так далее и тому подобное. Это первый и второй технологический уклад. Так что, ребята, с одной стороны, Китай, это сказать, что это страна контрастов, это все равно абсолютно ничего не сказать. Сам Си Цзиньпин, император Си Цзиньпин, он выходец из семьи, которые поколениями росла, размножалась и существовали в пещерах в буквальном смысле этого слова. Если где-то 20, а то и 30 лет назад в пещерах в буквальном смысле, не в землянках и не в шалашах, а именно в пещерах, проживало там под 100 миллионов населения Китая, сегодня для них это большое достижение, что их меньше 30 миллионов, но они все еще живут в пещерах. И они недавно, лет 10-15 назад, 2000, не помню, 13 год, наверное, не 2013, 2017, значит, меньше 10 лет назад, они подняли уровень бедности от $1 в день на $1,5 в день, и таким образом у них оказались бедные не 180 миллионов, как раньше, а 120, потому что жизненный уровень там действительно поднимается. То есть Китай, который проживает на уровне, который в городе Тяньцзине, где проходит все это священнодействие под названием ШОС, это одно дело, а другая часть другого Китая, это другое дело. Они тоже в первом технологическом уровне. Многие как же. Пламен, давайте ближе к Украине попробуем рассмотреть происходящее в Китае. В каком ключе? В ключе встреч. Ведь все же понятно. Я вот об этом говорю, и там со вчерашнего дня уже начал говорить о том, что появление Фицо в Пекине – это тоже символично. Да, можно сказать, ритуально, но это возможность, и это сейчас так обставлено, это возможность продемонстрировать, как Путин говорит с Западом. Но не с тем, которым, там, Америкой, например, да, в чистом виде, а вот с Западом, в том числе и глобалистским, это вот через Фицо или через повод общения с Фицо он обращается к нему. Плюс, конечно, да, держим в уме, что Зеленский полетит на коалицию желающих, держим в уме, скажем так, диспозицию сил и средств.
Это нечто такое очень магистральное. Выпустили Януковича, да, М, который говорит о том, что я вел Украину в ЕС, ну там, в общем, по-хамски относились, а в НАТО не вел, потому что НАТО это там путь к гражданской войне в Украине. Вот приезжает Фицо. Начало вообще потрясающая встреча. Тут словак спрашивает, как дела у Путина. Путин говорит, я жив, уже хорошо. Понятно, что Фица стреляли, то есть такая ирония, постирония, в общем, но тем не менее. Жив, уже хорошо. Значит, Фица что сказал? Он сравнивает Европейский Союз с жабой, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится у нее над головой. А мир совершенно другой, говорит Фицо. Украина не будет в ЕС, точнее, не будет в НАТО, это точно, но присоединение к ЕС мы поддерживаем. То есть фактически нам Януковича выпустили, показали, об этом Путин говорит, вот сейчас Фицо приезжает, то же самое говорит. То есть в ЕС мы поддерживаем, вступай, Украина, но в НАТО нет. Это вот программные вещи, которые Фицо говорит, заявляет в Пекине, сидя вместе с Путиным. Ну, Путин говорит о том, что тоже делает такие интересные засечки. Он говорит о том, что, значит, Америка начала слышать Россию, Аляска это показала. Говорит о том, что Москва долго терпела, не отвечала на украинские атаки по энергетике. Видимо, сейчас терпеть не будет, и все ожидают ударов по энергетике со стороны России. Сегодня в Киеве там 3 плюс часов тревога, потому что летали не просто там дроны, герани, там, шахеды, а герберы, то есть с камерой. То есть, видимо, вычисляли, куда бить дальше. Ну и понятное дело, там Путин соглашается, что никогда не возражала Россия против членства в Евросоюзе, и говорит о том, что Россия готова сотрудничать с США в Запорожской АЭС. Эти вопросы уже косвенно обсуждались. То есть у нас есть определенная, с этих формулировок, определенная картина мира, да, которая транслируется общим образом из Пекина, да, в Европу. Будут ли услышаны эти слова? И что скажете по поводу заявленного Фица и Путина? Подобные слова будут услышаны тем, кому это важно и нужно, то бишь людям, как мы с вами, многострадальному населению Украины, многострадальному населению России и многострадальным людям в Восточной Европе, которым сильно не безразлична судьба и России, и Украины. Вот они будут слушать, вернее, что они от этого поймут. Происходит ровно то, что мы и раньше с вами прогнозировали, по-моему, не прошлые, позапрошлые недели, если я не ошибаюсь, что на этой встрече будут пользоваться формальным поводом для того, чтобы обсудить, повстречаться и даже, может быть, постараться все-таки организовать то ли билатеральную, то ли другую латеральную встречу между двумя Владимирами. Вероятность, конечно, крайне мала, она все еще не улетучена, все еще осталось там 1,5-2 сутки, что называется, на такую возможность. Но то, что Фицу с Путиным обменялись вот этими словами, понимаете, здесь и Порубия как-то отправили в лучшем мире. Здесь действительно несколько такие важные знаки сразу появились. Янукович с загаром, с новыми белыми зубками, свежайший, появляется человек-контраст. И вы сейчас можете смело, я имею в виду многострадальные украинцы, и сравнить, вам сейчас живется лучше или при мне, при всех вообще-то тяжелых замечаниях, стоил вот этот Майдан, стоили вот эти жертвы Небесной Сотни, стоило вообще-то вот это СВО и АТО и все остальное после меня. Это того стоило, нет? Или каким бы я ни был таким донецким плохишом, зеком и вообще-то неприятным человеком с сложной историей, с еще более сложным политическим и государственным поведением, ну, вот что называется контраст. Давайте пересчитаемся, пересчет опять сделаем. Параллельно с этим убивают показательным образом, зная, что там есть камеры, потому что Львов город такой, что я не думаю, что кто-то не знает, что особенно в этих центральных районах есть достаточно камер человека, который является олицетворением того Майдана, который привел к этой гражданской войне, которую неправильно называли потом АТО и неправильно сейчас называют с русской стороной СВО. Все неправильно его называют, но это гражданская война.
человек олицетворение получил 8 пуль, в отличие от Фицу, который получил 5 пуль, человек олицетворение не выжил. Андрей Порубий не выжил. И дальше уже как к этой смерти относиться, как к смерти вот этого Ганула, как к смерти там, по-моему, там Мусейчук, там, не Мусейчук, ну, какие-то там Белый был, там кадры специальные, Фарион тоже, кстати, там же пристрелили. То есть определенная такая специфическая кампания, которая уже ушла в мир иной, и несмотря на то, что есть определенные подозрения, не знаю, насколько они основательные, что это сверхдлинная рука то ли ГРУ, то ли СВР, то ли каких-то других кадров из этих самых вербовщиков, то вполне имеет место быть, на мой взгляд, и версия, что убивают свои для того, чтобы, там, во-первых, слишком много знают, во-вторых, в свете предстоящих или событий, которые должны произойти в ближайшее время, вот эти люди будут, скорее всего, во вред, а вот они как художники. Как они уже мертвые, их поднимают на щит, они становятся символом, они становятся знаменем. Пока они живые, они не сильно ценные. Как художник умирает, цена его картин, его полотен взрывается сразу вверх. Здесь примерно такие же процессы идут. Я не буду говорить, что я знаю, кто убил Андрея Порубия, потому что, честно говоря, мне это даже совершенно безинтересно. Я откровенно скажу, что я скорбить о нем вообще не буду. Ни одной наносекунды моей жизни. На его совести, на то, что, скажем так, являлось в его случае в качестве совести, лежат такое количество человеческих страданий и смертей, начиная с самого Майдана, да и после того, что страдать я за то, что он ушел в мир иной, даже таким показательным образом не буду. Но вы правы, вот этот Китай, главное сейчас, стоит ли привязать события в Китае с каким-то ожиданием, с каким-то изменением, либо с каким-то продолжением военного конфликта на территории многострадальной Украины. Я думаю, что Китай к этим процессам не имеет и не будет иметь никакого прямого отношения. Единственное, чем он может повлиять, если какие-то встречи там произойдут, которые должны потом продолжиться формализованным образом, еще раз после 4 сентября, что совсем скоро. Так что Китай имеет определенные интересы, которые мы в прошлой вашей передаче, по-моему, обсуждали, что, как ни парадоксально, Китаю не выгодно прекращение огня. И, соответственно, Китаю не выгодно, чтобы Америка и так называемая коалиция желающих усилились путем наживы на недра Украины. Китаю это не выгодно. Может ли Китай этому воспрепятствовать? Не таким образом, как нам это видится. Китай работает китайским образом. Они могут коррумпировать определенные политики, они занимаются промышленным, технологическими, любыми другими шпионажами. Благо китайской диаспоры уже есть везде в мире, и много, и на разных иерархических уровнях, и на разных должностных уровнях, и они этим пользуются, потому что они умеют работать, имперцы, они люди такие специфические, умеют это делать. Но влиять прямиком, в нашем понимании, отправить войска, отправить снаряды, голосовать на какую-то резолюцию ООН, что за того, а мы против других, Китай это делать не будет. И Китай к этим процессам отношения иметь не будет. Означает ли то, что сейчас происходит в Китае, может каким-то образом повлиять на скорейшее решение о прекращении огня? Только косвенным образом, причем далеко не, скажем так, сильно влияющим. Я еще раз считаю, что Трамп вернется к тематике прекращения огня именно после 4 и около 10, скорее всего, будет кульминация, потому что после 20 сентября ему будет уже поздно. Если он не добьется прекращения огня с 10 по 20 сентября, то не стоит уже так сильно напрягаться, потому что технологическое организационное время к Нобелевскому комитету, который собирается 10 октября, будет ему, скорее всего, недостаточно, а это означает, что он будет вынужден фокусироваться на другие внутренние и внешние вопросы. Предстоящая очень немаленькая ближневосточная военная заварушка около 6 октября, где не только Ближний Восток будет, опять же, взрываться и пылать, но и Кавказ, и вполне вероятно и Балканы. То есть там ожидается определенная большая военная заварушка, на фоне которой, как она появится, вы сами знаете. Тогда сразу внимание всего мира, в том числе и финансового мира, немножко
перемещается со стороны фокуса под названием Украины, и все те обязательства и те ангажементы, которые уже приняты, да, они никуда не денутся, потому что это не спонтанное решение, как бюджеты проголосованы, над этим уже работают системные люди, которые вот этими злободневными новостями слабо влияются, либо вообще не влияются. Но то, что мир, грубо говоря, перефокусируется и будет смотреть, что происходит на фронте вот этого нового большого армагеддонского, библейский Армагеддон примерно там он и был. Ну, скорее всего, да. Если Зеленский ожидал, что все внимание ему, он на всех обложках всех Форбсов и всех Таймсов, Лайфов и так далее, других там журналов, ну, ему придется эту горькую пилюлю проглотить, и будет не он, а будут другие тематики. А это означает, что ему будет труднее и менее эффективно клянчить деньги на любые там другие вопросы Украины. А Украина самостоятельно экономически и военным образом не могла достаточно крепко стоять на своих ногах и до 24 февраля 2022 года, а после 3,5 лет или года, 3,5 года или 3,5 лет, ну, не знаю, это я постоянно путаюсь, извините, ну, будет еще тяжелее. Поэтому ничего хорошего для банковой не светится, ничего хорошего для команды Зеленского, и ничего хорошего для ребят, которые там на передней линии фронта, и которые там продают очень дорого любой квадратный метр, скажем так, украинской территории наступающим вооруженным силам Российской Федерации. Но то, что Константиновка уйдет, то, что Покровск уйдет, то, что Славянск, Краматорском, наверное, второй половине 2026 года тоже уйдут, вот это, скорее всего, вот такие тренды, которые мне видятся. Ну, смотрите, тут же тоже есть глобальная задумка. Если мы попробуем думать, что мысль идет в стратегировании, а не там, в сиюминутной тактической активности. Ведь то, что сейчас вырисовывают со стороны России, это стратегическая история. Как бы разбомбить Украину, отвечая на удары по энергетике. Ведь не отвечали же, а сейчас начинают отвечать. И действительно, вчера к вечеру все четко увидели, что в военном смысле идет доразведка, разведка энергетических любых объектов. Видимо, будут отправлять Украину в каменный век. Отправить Украину в каменный век и впихнуть в Европу. Пускай тратится, пускай там разбирается, пускай, собственно, этот камень на шею повесит себе. Но, понятное дело, там, добившись определенных, таких каких-то своих целей, Украина никогда не будет в НАТО. Но даже если Путин говорит, что компромисс в гарантиях безопасности возможен для Украины. То есть, да, пожалуйста, выполняйте наши условия, и вот занимайтесь Украиной сами, гарантия безопасности вы получите. Это ведь абсолютно другой подход, чем, например, нарисованный у Герасимова на карте в Генштабе, которую повесили с Одессой и Николаевым непосредственно, да, во время доклада и отчета по лету 25 года. Поскольку любые съемки на любом военном объекте, а в том числе, естественно, и в Генштабе, который является военным объектом, приумноженный кубическим образом даже, по значению своему, не могут попасть в публичном, скажем так, доступе, либо даже сами технические съемки, пусть и мобильным телефоном, не могут быть произведены без согласования. Это означает, что это не утечка, а на мой взгляд, потому что уж такое я себе представить не могу, это послание, это специальный посыл. Это сделано не просто так. Но когда вы говорите, что Украину, может быть, примут в Европейском Союзе, и даже Россия не против, но в Европейском Союзе ни одна восточноевропейская страна не входила, если она до этого ее не запихнули в НАТО. Причем не на месяцы, не на дни, а на годы до этого. Ну, в рамках одного года, в двух концах одного и того же года были первые исключения, которые были именно исключением. А если сейчас кого-то из ряда вон будут принимать в Европейском Союзе,
Если они это сделают, то это означает, что Украину уже действительно рассматривают как кусок мяса. Не как субъект, а как кусок мяса. Потому что для того, чтобы войти в Европейском Союзе, восточноевропейские страны, в подробностях могу рассказать по поводу моей родной Болгарии, они позаботились о том, чтобы все конкурентные производства были уничтожены либо запрещены. Квоты просто на них не давали. Все неконкурентные там производства, например, разведение каких-то старых, можно сказать, реликтовых пород, которые ни на мясо, ни на молока, ни на шерсти, ни на какие полезные, буквально как зоопарк какой-то такой, они выделяли субсидии на оставать породы скотов и некоторые даже растения, которые не имеют промышленную и продуктивную значимость, и именно их они стимулируют для того, чтобы мы не были конкурентами. То же самое по поводу предприятий, то же самое по поводу определенных видов культур. У нас уничтожили более 200 сортов яблони, которые выращивались веками и селектировались для того, чтобы мы вошли в Европейском Союзе. У нас много чего уничтожили. Если все это в Украине уничтожено, и Украина не в состоянии составить никакой технологической конкуренции старым каролингского ядра странам Европейского Союза, то они ее примут в качестве рынка, источника дешевой, более-менее квалифицированной, более-менее европейной, более-менее образованной рабочей силы. Для баланса по поводу этих там черно-коричневых, которые напринимали, как будто это астрофизики, компьютерные программисты и сердечные хирурги или мозговые хирурги, но оказалось, что они просто не то, что иждивенцы, это люди, которые пришли своим специфическим культурным кодом и ведут себя как захватчики вот этих территорий. Скорее всего, украинцами они будут разбавлять вот эту специфическую нечисть, которую они сами туда и пустили. Если украинцы хотят в такой среде обитания зарабатывать себе на хлеб и прочее. Так что Украину, если они сейчас подпускают к Европейскому Союзу, они подпускают стран, вернее, даже запихивают, никакого референдума не было, ни в Болгарии, ни в Румынии, ни в Словакии, ни в Венгрии, не буду всех перечислять, референдумов не было. Всех стран запихнули туда так называемым простым решением правительства, даже не обязательно, чтобы везде какие-то парламенты даже об этом проголосовали. Причем после выполнения массу критериев, суть которых выражалась в одном очень простом: деиндустриализация до корня. Оставляем только самое вкусное, и оно переходит в руках наших прихватизаторов, внешних прихватизаторов, не местных. И только тогда эту страну можно принять в Европейском Союзе в качестве кусочка мяса для того, чтобы мы его обгладывали, и все. Так что если кто-то радуется от того, что Украину примут в Европейском Союзе, во-первых, я не думаю, что это будет сделано по той простой причине, что тогда, естественно, невозможно запретить людям из Украины выходить. Не то, что с 18 до 24, которые сейчас вроде бы, а с 24 до 60 тоже будет невозможно запретить. И тогда Украина останется страна амазонк, матриархат. Одни девушки там останутся, либо одни неместные пацаны. Потому что все пацаны уедут, а туда придут любые другие пацаны, которых невозможно призвать, и ТЦКшники не могут их забрать, не могут их грести. И тогда появится достаточно такой интересный социокультурный этноинженеринг, этнополитический инженеринг, в результате которого я не знаю, что получится, но я знаю, что получится что-то скверное, плохое и никак не лучше, чем то, что сейчас есть. Так что если кто-то торопится радоваться тому, что Украину запихают в Евросоюз, либо даже хотя бы об этом пока что говорят, нам об этом говорили 15 лет до того, как нас запихнули. Так что не думайте, что если сейчас разговоры пошли в рамках этого года, либо в рамках следующих 5 лет это произойдет. Обычно об этом говорят именно для того, чтобы только говорить. Всякое может быть. Я уже в этом мире думаю, что любые нарушения любых правил действительно возможны. Но еще раз, вас поставят на трапезе не в качестве сотрапезника, а в качестве котлеты в тарелках для сотрапезников. Вы там сотрапезниками не будете. Вы младшим обслуживающим персоналом даже не будете. Вы будете куском мяса, котлетой в тарелках вот этих сотрапезников.
Насчет телячьего восторга по поводу Евросоюза, я думаю, что сказала. По поводу того, сможет ли Евросоюз действительно вооружаться и принимать участие, и будут ли войска НАТО на территории Украины, будут. Они будут в качестве именно этих гарантий безопасности. Но они будут там, во-первых, после прекращения огня, во-вторых, после снятия военного положения, в-третьих, после проведения выборов, в-четвертых, после ратификации, и в-пятых, после того, как американские и другие, скажем так, младшие партнеры в виде коалиции желающих обездоленных дольщиков придут для усвоения вот этих украинских ресурсов. Вот тогда гарантии безопасности в виде каких-то войск, в том числе и с европейскими и натовскими шевронами, на территории Украины появится. И, как вы видите, Путин уже, только что вы и сами процитировали, сказал, что он вообще-то не совсем против любых форм гарантий безопасности. Почему? Потому что как раз именно то, что мы подозревали, мы у вас это обсуждали, на Анкоридже они уже об этом вербально договорились. Они уже об этом вербально договорились. Если карта там у Герасимова выглядит, скажем так, с историческим проектом Новороссии, включенным в России, я не думаю, что сейчас не то, что Николаевскую, Одесскую, но даже и Запорожскую, и Херсонскую область в полном объеме будут передавать. Максимум на то, что они, конечно, кое-как согласятся, это будет как раз именно эти около 30% Донецкая область. 27, ладно, 27% Донецкая область. Из-за их большой значимости. Значимость не в качестве территории, а в качестве водяных узлов, логистических, сланцевых газов. Вот эти вещи там важны. И по возможности сэкономить 100 тысяч убиенных с той и 100 тысяч убиенных с другой стороны, плюс еще более масштабных разрушений, которые там потом камень на камень не останется в этой борьбе за мир. По возможности это сэкономить. Правда, кому это хочется сэкономить? Это хочется сэкономить, я не побоюсь этого слова, руководству России. Наверное, это хочется сэкономить населению Украины. А вот хочется ли это сэкономить население Банковой? Я в этом не совсем уверен, потому что для них война любой ценой до последнего украинца – это самое эффективное бизнес-вложение, самая эффективная экономическая форма существования, самая быстрая, качественная и самая безответственная нажива, которую вообще-то можно было, даже не в снах видеть. Да. У них голова уже от этого закружилась. Они давным-давно по земле не ходят и тень не бросают. Они, по крайней мере, так считают. Я имею в виду 95-й квартал и, соответственно, главарь 95-го квартала под названием Владимир, только не Путин, а Зеленский. Вот так, я думаю. Так что Европа будет готовиться к войне, Европа будет участвовать в этой войне, но в режиме после прекращения огня. После того, как англосаксы, британо-американцы, амеро-британцы разберутся с Китаем. А то, что им предстоит разбираться с Китаем, это к бабке не ходи. И никакие формальности и любезности, которые мы сейчас можем наблюдать, фоткать и потом размножать, и делать сверхдалеко идущие выводы, это не изменят, не помогут. Как войну заканчивать? Вот самый, наверное, главный вопрос. И закончится ли все это осенью? Все говорят нет. Все говорят нет. Погодите. Давайте так просто, если рационально. Хорошо, Украине предлагается. Гипотетически, хотя российская сторона это не... озвучивала там раньше, да, о том, чтобы вывести войска в меморандуме, да, вроде как прописывали с тех территорий, которые она считает своими по Конституции, которая включила в территорию России вот эти захваченные Украиной территории. Например, речь, там, Витков шла о Донецкой области, то есть какой-то обмен землями провести, окей. Гарантии со стороны России о ненападении, окей, США включается, конечно, консенсус по гарантиям, чтобы война не повторилась, возможен, плюс не НАТО, какая-то там 5-я статья, но без НАТО, чтобы вроде как сойтись на каком-то компромиссе, хорошо, контингенты, вопрос спорный, никто никого никуда не отправит, даже когда будет мир, эти придумали, там Телеграф пишет, ЧВК какие-то, да, то есть будут что-то охранять американские, допустим, и членство в Европейском Союзе. Все, бери из этого материала, лепи супер перемогу, победу о том, что все, мы отстояли свое европейское будущее, мы там доказали всем, у нас же как даже в Украине прописали законодательно, что эта война называется за независимость Украины. Законодательно.
Есть термин «рашизм», да, есть там термин «пропаганда» за независимое. Вот мы независимо раз и вступили в ЕС. Ну и отдали свою независимость европейским структурам. Но это же можно подать все как победу. Так почему не брать и не заканчивать? Потому что, давайте будем откровенны, но следующее предложение будет хуже. Да, насчет обмена территорий, конечно, Зеленский на это не может пойти. Да? То, что там американцы предлагали, то, что сейчас там обсуждается в прессе, условно там оставить часть Донецкой области и так далее. Это будет серьезный удар. Ну, удар серьезный. Ну, так и, простите, бедный родственник на попечении у европейских чиновников, которым и сейчас является без Америки, да, Украина. Ну так теперь официально оформить отношения в браке с Урсулой фон дер Ляйен можно. Если не подпишет Зеленский, подпишет Стефанчук. И всегда есть резервный запасной вариант. Если Зеленский не подпишет сегодня, может Зеленский подписать завтра, либо на следующей неделе. Потому что если Конституция для него является ограничением в подписании вот таких документов, а Конституция не является ограничением для того, что он совершил за последние 3,5 года с населением своих, с избирателями своими, с соотечественниками своими и так далее и тому подобное. Любые человеческие права, свободы и вообще-то незыблемые, что называется, самые основные, базисные, которые даже не в Конституции Украины, которые в Хартии прав человека 70-х годов были подписаны, в том числе Советским Союзом, а потом ратифицированы, естественно, Украиной. То есть, если Конституция избирательно ему мешает подписать некоторые документы, а вообще не мешает совершенствовать любые другие безобразия, преступления и ужасы, чем они уже отметились, ну, это лицемер. Это лицемер. И если лицемерие будет являться препятствием для прекращения огня, то... Понимаете, вы задали вопрос так, когда война закончится? Война закончится 1934-1935 год, когда планируется примерно закончить мировую, 4-ю мировую войну, в которой мы сейчас имеем сомнительное удовольствие существовать, даже не сознавая, даже не определяя это именно этими словами. Но оно именно такое и есть. Это мировая война сейчас. Будет прекращение огня, которое не является перемириями, которое не является прекращением войны. И будет прекращение огня, которое, может быть, будет длиться настолько долго, что многие люди подумают, что это типа как будто, прекращение войны. Но Россия все еще не прекратила свои военные отношения с Японией. Мирный договор все еще не подписан. И это Япония отказывается, потому что с потерей вот этих островов, Курильской гряды, Хабумай, Щекутан и так далее, они не готовы, не согласны. Но это им не мешает сосуществовать более-менее человеческим образом, более-менее не истреблять друг друга и даже торгуют друг с другом. Хотя у них нет состояния мира, прекращения огня и перемирия. Северная и Южная Корея, у них тоже, мягко говоря, сложная ситуация. И таких замороженных конфликтов мира есть достаточно много, которые люди путают с миром. Это не мир, это не мирный договор. Вот полная безусловная капитуляция, даже при отсутствии Гитлера, когда Кейтель подписывал, это уже факт фактический. Там уже с этим не поспоришь, и это уже позволяет поставить точку, большую точку на большой войне с изменением границ. То есть такое масштабное изменение границ происходит только после большой мировой войны, когда оплачено от нескольких десятков миллионов до больше 100 миллионов человеческих жизней. Вторая мировая война была больше 100 миллионов человеческих жизней. Третья мировая война была десятки миллионов человеческих жизней. Я имею в виду холодную войну, потому что воевали не только на Тихом фронте, не только Советский Союз с американцами, воевали по всему миру. И в Африке воевали, и в Латинской Америке воевали, везде воевали. Это были звенья одной и той же войны. А сейчас Четвертая мировая война, она уже унесла как минимум 1,5 миллиона только на уровне украинско-российского конфликта, причем, скорее всего, если брать честные расчеты, причем с обеих сторон, это на более чем 2 миллионов уже убитых, только братоубийственно здесь уже есть. По поводу искалеченных, раненых, 300-х и так далее, которые 3 до 5 раз классически всегда больше, даже обсуждать не будем. Параллельно с этим идут действительно очаги Четвертой мировой войны на все континенты. 87 большой интенсивностью военных конфликтов я насчитал под конец 2023 года, когда делал годовой политический обзор. 2024 год их было меньше, стало 77 или 78, но интенсивность не уменьшилась.
А 2024 год я не подскажу, потому что не помню, но недавно, где-то пару месяцев назад, опять попытался посчитать, вот эти, те, которые с большой интенсивностью, 30 с чем-то, но это действительно 37 или под 40, назовем это так. Но интенсивность там большая, у некоторых из них переумножается. Есть даже страны, которые умудряются иметь на своей территории более чем один большой военный конфликт. Ну, Пакистан, например, не буду сейчас подробно об этом. Пакистан, Судан, Эфиопия, Руанда, Конго, на их территории более чем один военный конфликт. Вот сейчас Венесуэла, там Гаяна, Колумбия. Там массу стран таких, где действительно рубилово происходит достаточно конкретно и систематически, и хотя каждый день убивают несколько десятков человек, мы об этом даже не знаем и даже не попадаем в информационных потоках. Только на специализированных источниках, которые я сканирую, я это постоянно вижу. Ну, это не означает, что война не идет. Это означает, что людям вообще-то дурят мозги, дурят представление о мире. Они думают, что у нас все хорошо. Это как будто, понимаете, как вы думаете, времен Великой Отечественной войны люди за Уралом, например, в Екатеринбурге, например, в Новосибирске, они войну в глазах видели там, в Ханты-Мансийске, они в глазах ее не видели. Но ни у кого не было никакого сомнения, что страна вообще-то воюет с превеликим, скажем так, напряжением, и это смертный бой, и все нужно подключать на фронт на победу. Те, которые не видели войну времен всей этой Великой Отечественной войны, а у них сомнений не было, потому что дури в голове не было. А сейчас люди буквально 50-60 километров от линии соприкосновения, что с российской, что с украинской стороны, в кофе ходят, в кинотеатр, с девушками гуляют за ручкой, с серенадой, гитарой вообще-то. Ну, мальчики там с серенадами на территории Украины, оглядываясь ТЦКшниками, наверное, как-то не сильно торопятся. Но то, что тусовка в Киеве, тусовка в Москве, круглосуточно бьет дискотеки, там рубят и так далее, ну, я ничего нового, наверное, никому не сказал. То есть это разруха в головах. Люди не знают, где они находятся, куда они идут, что они хотят и как этого добиться, или как за это повоевать. Либо как сделать так, чтобы не было войны. Даже этого не знают. Потому что им дурят головы вот жутчайшие, но мощнейшие за счет этого пропаганды. Технические средства современной пропаганды таковы, которые не снились ни Геббельсу, ни любые там пару-тройку десятков лет до и после Геббельса, любого там. Технические средства сейчас сверхмощные. Если тогда старались дурить голову взрослым людям, сейчас дурят голову даже деткам, которые в детсадике еще не пошли, на этих там тамагочи, на этих там смартфонах, экранной зависимости. И все. Дальше все люди очень быстро и легко тонут в этой мелкой луже под названием интернет. Очень быстро. И то, что им интернет сказал, то, что в Фейсбуке прочитал, то, что в Одноклассниках, либо ВКонтакте, либо там назовите любую там сетку, то и есть. Все остальное ничего не знаю. Но если и было, то это киношные истории. Так что, Александр, у нас самые большие проблемы. Война закончится тогда, когда британо-американцы договорятся об украинских недрах. Либо когда население России и население Украины станет не населением, а народом. Разница очень большая между народом и населением. И скотонаселение и многострадальной Украины, и многострадальной России станет хотя бы населением. А это происходит только здесь в головах. Если отключат телевизор, то чем мы и заканчиваем все наши передачи, и включат мозги, и начнут вообще-то сравнивать и пытливым умом искать правду, которую нетрудно уже найти, и сделать из этого определенные выводы, тогда война может закончиться не на правах и не на условиях британо-американцев, и то по поводу недр распределения России, Украины и российской Арктики, а тогда война может закончиться, как Иосиф Виссарионович Сталин 21 века, потому что Российская империя, хотя воевала на стороне победившей коалиции в Первой мировой войне, вышла проигравшей, причем жутко проигравшей. И ее начали раздербанивать, и была интервенция, и всем, кому не лень, вообще-то откусывали куски территории России и ресурсов, пока вот эта гражданская война, грубо говоря, не синтезировала группу людей, которые восстановили, отвоевали вот эту государственность и суверенитет. Я вам рассказывал примерно, как это происходило, как Ленин выиграл гражданскую войну до того, как она началась. Нет? Рассказывал? Это очень коротко. Или повторяться? Не рассказывали, рассказывайте. Тогда очень коротко. Ленин никого не заставлял читать научный коммунизм,
политэкономию Гегеля, Бебеля, Маркса, Энгельса и других там трудов Адама Смита и прочее. Никого не заставлял. Он сказал 3 вещи и попросил, чтобы это размножалось и чтобы это исполнилось смыслами, содержаниями, чтобы это не было демагогией. Солдатам мир, крестьянам земля, рабочим предприятие, электрификация и советская власть. Все. И тогда вот эта 5-миллионная армия, которая гнила в окопах, которая ранена, которая там болела цингой, которая чем не болела, холерой там, и тифом и всем остальным. Ага, значит, я беру свою ружье, понимаете ли, свою трехлинейку Мосина и иду домой чинить крышу, распахивать землю. Я уже за этим чуваком, я за этим человеком. Раз он говорит мир солдатам, я иду домой. Он таким образом выиграет 5-миллионную армию. Крестьяне говорят, нас 100 лет уже как обманывают, что нам землю дадут. Нас вообще-то вроде бы освобождал там какой-то российский император Александр II, царь-освободитель, что называется. Но потом земля оказалась властью помещиков, кулаков, мы все равно почти как рабы. А сейчас посмотрим, если этот чувак действительно будет выполнять, мы за ним, потому что эту землю мы же пашем. Если земля будет нашей, то значит мы за этим человеком. Рабочие в предприятиях им не нужно было долго объяснять, потому что владельцы и даже управляющие этих предприятий были практически не русские и даже не утруждались владеть либо выражаться русским языком. Им этого было более чем достаточно. 3 главные слоя российского тогда общества – солдаты, крестьяне и рабочие. Таким образом Ленин получил. И в результате что получилось? Получилось так, что в условной деревне Малиновка, Александровка, там, назовите как хотите, приезжают вот эти ряженые офицеры, белогвардейцы с кителями, там, с хорошими лошадками, с формой такие. И местный дядя Вася, потягивая махорку, местный Конфуций, говорит: «Ваше благородие, а вы-то за что воюете?» И они начинают ему объяснять: мы воюем за претворение в решение какого-то там апрельского тезиса правительства Керенского, что-то. Чего? У меня голова заболела. Воюйте, не занимайте меня. Проходит месяц-два, приходят буденовцы, и клячи там смешные, острые, шапочки, хлопцы такие, понимаете ли, не очень. И он их спрашивает: а хлопцы, а вы чьи будете? Вы-то за что воюете? Дядя Вася, 1, 2, 3. О, все понял, мы за вами. По крайней мере, мы вам мешать не будем. Когда послание, за что ты воюешь, становится понятным 3 изречениями большинству из слоев населения вот этой, скажем так, земли, то это население этой земли становится, если не за тебя, то не против тебя, а таким образом оно все равно становится за тебя. И именно поэтому были царские имперские генералы и офицеры, которые, не поменяв, грубо говоря, свой классовый статус и мышление и бытности, согласно классовой теории Маркса, перешли на сторону Красной Армии, потому что поняли, что за этими людьми будущее, потому что было невозможно, чтобы они не выиграли вот этой моделью будущего. И все, которые этому перечили, в конце концов оказались только те, которые, они упрямствовали просто потому, что они уже были иностранными агентами, даже с иностранным гражданством. Колчак там чего он стоит. Не будем говорить о Врангеле и о всех остальных других. Деникин и так далее. То есть, если ты донесешь до людей, не заставляя их какой-то сложной теорией, наукой, наукообразной и так далее и тому подобное, тома и вообще-то полки с книг, которые Ленин написал и прочитал, он их не мучил. Он им сказал 3 вещи. Солдатам мир, крестьянам земля, предприятия рабочим. Советская власть и электрификация. Все. Не надо больше дальше объяснять. Каждый видит свой, в том числе и лично, карманный интерес, защищенным вот этим посланием. И поскольку большевики, ленинцы вот этого времени были бойцовскими, они не демагогствовали, они действительно старались поставить знак равенства между этими словами и своими делами. Если ты ставишь даже не знак равенства, а подобие, то есть стараешься, даже если не всегда получается, народ все равно это видит и понимает. Население становится народом, а скоту населения становится населением. И тогда вот эта магия, химия и физика больших политических и социологических процессов приходит к тому, что те голодранцы, у которых не было денег, у которых много чего не было, в отличие от этих ряженых, они победили ряженых. Хотя за ряжеными были иностранные капиталы, и не только капиталы.
Ламин Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Братья и сестры, дамы и господа, друзья, товарищи, не друзья, враги, троллы, боты, господа офицеры и все остальные не пьющие, не офицеры, выключить, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.